Сегодня делаем оригинальную и трудоемкую цепь «Московский бит». Круглая вариация. Как всегда, рассчитать эту и другие виды цепей можно в приложении. Ссылка на главной странице канала и в описании к видео. Я рад приветствовать вас на цепилогии. Для этой цепи понадобится два размера спиралей. Малая с коэффициентом 2,5 и большая с коэффициентом 5,4. Накрученные спирали при помощи лобзика нарезаю на отдельные кольца. После нарезки подготавливаю кольца к отжигу. Назначение процесса – снять внутреннее напряжение в металле, что впоследствии облегчит сборку и пайку. Отжиг произвожу, нагревая кольца до бледно-красного цвета. После отжига я подготавливаю малые кольца. Половину колец закрываю, оставляя зазор в 1,2 мм. Вторую часть колец открываю, так, чтобы можно было завести такое же кольцо. Все большие кольца закрываю, также оставляя зазор в 1,2 мм. Перехожу к пайке. Запаиваю все закрытые кольца. Завершив пайку, снимаю флюс, нагревая кольца в водном растворе лимонной кислоты. Теперь приступаю к формированию подзвенков. Сжимаю кольца так, чтобы в зазор проходило малое кольцо. Рихтую и сгибаю пополам.
подзвенок должен получиться максимально симметричным. После того, как все подзвенки обрели нужную форму, приступаю к сборке. Собрав всю длину, необходимо запаять оставшиеся кольца, предварительно вывернув их швом в одну сторону. После окончания пайки я немного сжимаю звенья. При этом шов должен располагаться на сгибе звена. Места паек основных звеньев лучше ориентировать под подзвенками. В этом случае будут скрыты огрехи пайки. Для придания равномерного размера воспользуюсь волочильной доской с отверстиями круглого сечения. При калибровке длина цепи увеличивается в 1,25 раза. Конечная операция формообразования – это опиливание. Обрабатывать напильником нужно равномерно по всей длине, при этом перекатывая цепь для формирования круглого сечения. Грубые риски от напильника убираю наждачкой, и цепь обретает почти завершенный вид. Это был канал Цепилогия. Благодарю за просмотр и до встречи в следующих видео.